Далее на нашем служении мы читаем особое послание Иисуса Христа, которое Он передал Пергамской церкви через апостола Иоанна. Откровение, глава 2, с 12 стиха. «И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Предыдущее послание Христа было церкви города Смирна. Название города Смирна происходит от мира, которое делалось как благовонный аромат, как что-то, как сегодня делают духи, и также использовалось как для делания погребельных мазей. Это было для Смирны. И Иисус говорил Смирне о том, что верующим Смирным, чтобы они не боялись смерти первой, когда будут эти мази нужны погребальные, были верны Господу, потому что самая страшная вторая смерть им туда не повредит. Город Пергам имел свое название, потому что здесь начали впервые производить, и оно имело массовое производство, особую бумагу, на которой сделались книги. Даже не бумага, это кожа, особым образом обделывалась, и эти книги были очень дорогие, кожаные книги. Город Пергам славился своим университетом, своей громадной библиотекой, потому что они имели свою эту ткань, эту бумагу пергамскую. Но Христос говорит им о том, который будет что-то им говорить очень сильно и властно, как тот, который имеет меч. Меч для суда. Стиха 13, собственно, сам текст послания. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антип». Там, где живет сатана, там, где его престол. То есть Иисус говорит: я знаю, насколько тяжело вам быть и оставаться христианами в такой местности, в таком городе. В городе, где сатана имеет особую власть, где особо явствуют его силы, где престол сатана, где живет сатана, и как знак того, что там сатана имеет такое влияние и действие, был убит пресвитер этой церкви Антипа. Есть разные, может быть, исторические сведения, которые дают нам где-то понять, что подразумевается за этой фразой «престол сатаны». Этот город сегодня историкам известен как в прошлом центр всевозможных разных храмов, иерарских храмов. 100 лет тому назад, около 100 лет тому назад, немецкие археологи делали, зная, что там местность этого Пергама, делали там раскопки. И раскопали громадный жертвенник в виде престола. Думаю, что это был жертвенник из храма Зевса, который был в этом городе. И этот храм, этот жертвенник немцы привезли себе в Берлин музей. До сегодняшнего дня он весь в этом музее берлинском. И когда Гитлер пришел к власти, то он сказал, чтобы сделали по образу этого жертвенника, этого престола, сделали ему особый такой престол, как трибуну в городе, который известен такими большими злодеяниями, где был вследствие суд
над фашизмом в Нюрнберге. Потом и этот престол Гитлер использовал, когда там делал разные свои там шествия, манифестации, и он там провозглашал свои такие самые такие дьявольские речи. И по уничтожению и евреев, и всех там неарийцев и так дальше. Для него это был реальный престол, который он использовал. В этом городе также был центральный храм бога Эскулап. Эскулап, или это был бог врачевания. Слышали, иногда называют медиков Эскулапы. Это был бог врачевания, и там было несколько разных титулов, но главный титул был Эскулап Спаситель. Эмблемой этого храма была змея. Они были начертаны на храме, на стенах храма. И там реально в центре храма жили змеи, жила змея, которые поклонялись. И это как бы такая страна культовая. А не культовая страна, это была как больница. Туда приходили больные, там они лечились, и якобы этим жрецам эти змеи давали откровение, какое придумать лечение. Этим змеям молились, чтобы они их исцелили. Кстати, до сегодняшнего дня эмблема медицины оттуда, змея. Ну и такой вот очень не божья эта эмблема, да, змей. Также, когда из Вавилона изгнали всяких колдунов и магов, они выбрали свою штаб-квартиру Пергам. Перекочевали туда. Также Пергам был административным центром всех этих церквей, вот, этой местности. То есть именно там был представитель римской власти. И, собственно, и там был главный храм, и даже первый храм, который был построен в этой местности, где эти церкви жили, эти города, первый храм императору, где люди поклонялись императору как Богу. И там был римский ставленник, много-много факторов. И все эти много других таких культовых зданий, идольских, кроме того, чтобы это было такое вот неправильное поклонение, оно было связано с разного рода там, оргиями, которые там проводились праздники этим богам, жертвоприношения этим богам, всяким там, блудом и пьянством. Собственно, эти храмы это были как рестораны и места распусты. Люди приходили, чтобы похоти плоти свои исполнять. И вот Иисус говорит: я знаю твои дела, и знаю, что там, где ты живешь, ты остаешься, или вы остаетесь, невзирая на все это внешнее, верные мне, людьми, которые носят имя Христа. Когда это буйство греха, где призывы, возможно, и насмешки над вами. Антипа был казнен, сохранили сведения, это был 93-й год. Значит, Откровение было написано после, да? Год-два спустя после этого. Антипу, когда казнили, то военный командир, который делал казнь, сказал: значит, ты должен поклониться императору, как высшему Богу. Антипа говорит: я не поклоняюсь императору, потому что я знаю, что самый высший, Господь господствующий, самый высший царь – это Иисус Христос. Я Ему поклоняюсь как высшему. Тот говорит: ну слушай, ты противостоишь всему миру, весь мир говорит другое. Поэтому поклонись, или мы тебя казним. Тем более, перед лицом всего мира. Я провозглашаю и заявляю, что Иисус Христос есть Господь господствующий, настоящий Бог, и единственный Бог. Ну и его приказали казнить зрелищным для них образом. Кинули в печь. Печь была сделана в виде быка, раскаленного быка, и его кинули, и там он сгорел.
Вот ты живешь там, вот, где такое делается, но умерщвлен верный мой свидетель. То есть он остался человеком, который провозглашал имя Христа. Вот еще раз этот стих, 13, в центре стиха. «Содержишь имя мое и не отрекся от веры моей». И этот Антипа и церковь провозглашала в этом таком вот извращенном месте, что Иисус Христос единственный Бог. И мы будем Ему жить и поклоняться. Я не знаю в духовном понимании, насколько место, где мы живем, какое оно, смотря вот духовным миром. Но понимаю, что, наверное, окружающие городки, наверное, не последние среди этих, к сожалению, среди этих бесовских властей. Понимаю, что здесь делается, как здесь делается. Это вопрос явного греха и скрытого греха, который у многих преобладает. И говорит, я знаю, как вам жить в местности, где вот правят порядки дьявола. А вам жить не по этим порядкам, а по моему слову. Стих 14. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Помните эту ветхозаветную историю, когда Божий народ был уже как бы у дверей входа в обетованную землю, очень близко. И вот на пути была небольшая территория, которая соблазнила по учению этого сначала Божьего пророка, а потом же вот пророка, который оставил Бога, этого Валаама, по его совету соблазнила евреев. Как? Когда начала приглашать евреев на свои такие вот как бы, культурный обмен. Вы идите на наши праздники, мы к вам будем ходить, да, вот. Познакомились с нашей культурой, с нашими вот прекрасными девицами. И приглашали их на свои эти культовые праздники идольские, где был этот блуд. И вот, и многие евреи туда буквально пали, и физически, и духовно. Так вот есть среди вас такие, которые, среди вас, среди церкви, которые, по-видимому, учили, учителя или проповедники, или пастыря, учили, что ничего страшного нет, мир такой же. Если вы куда-то пойдете, в какое-то общество, сейчас праздники, корпоративы, разные встречи, Новый год и дальше, пойдете там повеселитесь, ничего страшного, вот, что-то такое вот, эти мероприятия. Ну, там, вы не можете быть такими вот от мира, не от мира, нужно там быть, вот были, которые это поощряли, ничего страшного нету. Стих 15. Так как и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. То учение, которое отвергла Ефесская церковь, а здесь привилось. Николаиты тоже как бы били в эту примерно же точку. Говорили, ничего страшного, но плоть есть плоть, поэтому плоть нужно кормить плотью. Вот пусть она идет, не сдерживайте ее, ты ее не удержишь. Хочет эта плоть этого, пусть ее, если как бы не цаскай, кинь ее на лежаночку, пусть валяется, пусть хочет там где-то с кем-то поваляется, с другой поваляется. Вот. Что-то такое вот допускало плотские прихоти вот, и вот, исполнение этих желаний греховных. И Иисус говорит, вот, но имею против тебя, что вот в целом, когда вы остаетесь мне верными, но вы допускаете, зная, что у вас есть такие, и вы это как бы, это не реагируете. Вы допускаете среди себя быть такими некоторыми. Я думаю, что если смотреть, как церковь, Евангельская церковь относилась к всякого рода этим мероприятиям лет 30 назад, как сейчас, то я думаю, что это послание актуально. В целом, мы не поменяли свои позиции,
в целом, но в частности смотришь, ничего страшного, будем дружить, мы там будем с ними знакомиться. Иисус говорит, но имею против тебя немного. Ну, хотя это немного, ну, Господи, ну, если немного, то что ж такое? Это немного. Ну, в целом, если все хорошо, это немножко там не так. Иисус говорит, 16, покайся. То, что оно немного, не означает, что так может быть дальше. Покайся. А если не так, скоро я приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. То есть тебе нужно покаяться. Если тебе нужно покаяться и исправить у себя такое, чтобы такого не было. Если ты не исправишь, это твоя обязанность, прежде всего это послание к пресвитеру, да, ангелу. Ваша обязанность. Если ты не хочешь, или хочешь быть со всеми хорошим, ну, тогда, увы, это будет твой грех, твое попустительство. Но я приду и разберусь с ними. Если не так, скоро приду к тебе. Это не приход Христа за церковью на небеса. Да? Не за всеми я приду, а вот именно к тебе. И разберусь вместо тебя с тем, что ты должен был сделать и не сделал. Используя свой меч, ну, вообще, в Писании меч, особенно книга Откровения, это меч, когда Христос приходит против противников, против своих врагов. Вот он будет меч использовать, когда свергнет антихриста с власти. Меч против врагов, против против тьмы. Вот это как бы общество тьмы где-то втиснулось в церковь. И я иду против них, если ты не сможешь исправиться в этом. И 17-й, последний как бы, мотив, вдохновение, почему церковь должна принять, покаяться и исправиться. 17. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Побеждающему, тот, кто примет этот призыв Христа. И как церковь останется чистой. Фактически, как кажется, еще раз, церковь соблазнялась, или часть церкви соблазнялась, а другая часть попускала или закрывала глаза на это, в том, что некоторые из них, вот, еще раз, присоединялись к этим греховным обществам. Не знаю, насколько там они грешили, но присоединялись к этим обществам. Но, наверное, и грешили. Они ходили на эти застолья, где пьянство, где низкие шутки, где разврат. И в этом какие-то соучаствовали. Иисус говорит, вот выбор. Ты можешь остаться там, в этой компании, это твой выбор. И я пойду против них сражусь. Или ты покаешься, исправишься, тогда я тебе предлагаю другое застолье, побеждающему там сокровенную манну. Манна называется небесный хлеб. Это как бы небесный стол, небесный пир. Хочешь пировать? Есть два варианта пировать. Если первый можно назвать пировать. Пировать за столом дьявола или пировать за моим столом. Я предлагаю тебе мой стол. Но для этого ты должен отказаться от того стола. Я думал, насколько мы, как церковь, вместе живем похожим или не похожим на Пергам. Так вот, я сейчас думаю, учитывая заведения, которые буквально возле нас, вот, где буквально эти попойки, это все то очень близко к тому, что говорится в Пергах. Ты можешь пойти за тот стол или за этот стол. Ты можешь, хочешь пировать греховным путем, но это будет очень недолго. И Иисус говорит, я предлагаю тебе настоящий пир побежденных, духовно чистых и святых в вечности, который я приготовлю для своей святой церкви, который я накрою. Это будет вечная радость, в вечной славе
и вечной святостью. Также здесь предлагается, кроме этого приглашения за эту сокровенную манну, дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. По-видимому, это новое имя, новый паспорт, да, с новым именем. Новая награда особенно, здесь как образ награды. Использовали в те времена какие-то ценные камни, подписные камни, как награда для кого-то. И это новое имя, как особый новый статус, который Бог даст каждому, кто побеждил. И как вот Бог менял имя Авраама на Авраама. Одна буква в русском языке, изменение большое, он стал отцом множества. Иакова на Израиль, вот с хитрого, который где-то ставит подножки на человека Божьего, на князя Божьего. Что-то такое, Бог говорит, это абсолютно новое имя. Ты будешь не просто в моем царстве, а иметь особые привилегии в этом царстве. Твоя жизнь по-новому засияет. И кому это новое имя гарантировано? Вот в стихе 13, помните, мы говорили, Христос говорил, за то, что ты содержишь мое имя, ты мое имя содержишь здесь и не отрекся. За то, что ты бережешь мое имя Христа, я тебе дам новое твое имя, более намного величественное. За то, что, еще раз, ты не себя, не свое имя сохранил, а мое имя, что ты назвал Иисус Христос Господь и Бог, и я буду Ему служить. За то, что ты это содержал и не отрекся, я тебе дам твое великое имя. Господь нас призывает побеждать. Еще раз, в этой книге Он пишет о себе как о том, кто победит. И говорит, будьте со мной, и тогда вы будете побеждающим. И пусть Господь этими словами нас ободрит, чтобы мы в этот праздничный период праздновали, как пишет Писание, с опресноками чистоты, не с закваской греха. Для нас радость была не то, что, когда люди в празднике больше всего грешат. Радость была в том, что мы в празднике используем это время для того, чтобы еще больше Богу послужить. И это будет для Его славы и нам, тем, кто победят, чтобы мы Его там поставили. Аминь.